За что вы были готовы отдать месячную зарплату в СССР? Сегодня мы вспомним топ-5 вещей, которые были не просто покупками, а настоящей ценой мечты. В 70-е годы зарплата учителей или инженеров начиналась примерно со 100-120 рублей, а в 80-е могла достигать 150-170. Но деньги сами по себе мало что решали. Главный вопрос был не «какая цена», а «где достать?». Дефицит превращал обычные предметы в символы статуса, ради которых люди экономили годами. Что же стоило так дорого? Давайте разбираться. На 5-м месте – запах свободы. Французские духи. Сегодня парфюм есть у каждого. А тогда крошечный флакончик Шанель номер 5, Нина Ричи или даже отечественные аналоги на черном рынке могли стоить от 25 до 50 рублей. Для сравнения, это треть или половина месячной зарплаты учителей. Эти ароматы узнавали за версту. Они не просто пахли, они давали ощущение причастности к чему-то красивому и недоступному. Их берегли, хранили в дальних углах шкафа и наносили по капле только на самые важные события. Иметь такой флакончик означало быть частью особого круга. На 4-м месте – техника, которая объединяла людей. Магнитофон. Сначала были бобинные гиганты вроде «Маяка» или «Олимпа». Они занимали половину стола, но через них мы слушали то, чего не было в радиоэфире – джаз, рок и зарубежные передачи. Запись с эфира или переписывание пленок у друзей было целым ритуалом. Но настоящая революция случилась с появлением кассетных магнитофонов. Весна, электроника, а позже и японские магнитофоны. Без кассетника из дома не выходили. Любая компания, будь то посиделки во дворе или пикник, обязательно сопровождалась музыкой. Это был голос поколения, который звучал на каждой улице. Купить хороший магнитофон стоило около 150-200 рублей. Сумма серьезная, но она открывала дверь в мир большой культуры. На 3-м месте – легенда молодежной моды. Импортные джинсы. Levi's, Wrangler, Montana. Пара таких джинсов на черном рынке могла стоить от 150 до 250 рублей. Это были 1,5-2 среднемесячные зарплаты. Джинсы были символом бунта и стиля. Их доставали через знакомых, покупали у фарцовщиков с рук. Их носили годами, стирали вручную, чтобы ткань стала мягче. Если у тебя были фирменные джинсы, ты автоматически становился заметнее в толпе. Ради пары джинсов люди отказывались от отпуска и месяцами копили каждую копейку. На 2-м месте – вещи, которые сочетали в себе 3 главных качества – модно, красиво и тепло. Шубу купить было сложно, но возможно, если повезет попасть в очередь или иметь связи. Она стоила дорого, от нескольких сотен до 1000 рублей, и служила десятилетиями. Но настоящим хитом 80-х стала дубленка. Она была более доступной, чем норка, но такой же стильной. Дубленка стала универсальным символом достатка. Очереди за ней были огромными. Купленную вещь берегли, чистили специальными средствами и часто передавали по наследству. Это была инвестиция в тепло и красоту на всю жизнь. И на 1-м месте – вершина советской мечты. Автомобиль. ВАЗ-2101 «Копейка» стоил около 5500 рублей. При зарплате в 150 рублей, чтобы купить машину, нужно было копить 3-4 года, не тратя ни копейки на еду. Но деньги были только половиной дела. Нужно было попасть в список на покупку. На заводах выдавали беспроцентные суды, но очередь могла длиться годами. Машина была членом семьи. Ее мыли по выходным, полировали, украшали салон. Поездка на «Жигулях» на дачу была событием, которое обсуждали весь год. Эти 5 вещей были маркерами успеха и личной истории. Ради них люди жертвовали комфортом и проявляли чудеса изобретательности. Сегодня многие из этих вещей стали доступны, но та самая охота за ними осталась в памяти как часть нашей общей истории. А зачем вам или вашим родителям приходилось охотиться в молодости? Пишите в комментариях. Возможно, ваша история станет темой для следующего видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал «История в деталях». Здесь мы говорим о прошлом через вещи, которые нас окружали.